Всем привет с прекрасного града Измаила. Вы на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Я сейчас нахожусь на участке, на котором мы только выкопали картошку. И мы несколько видео посвятили теме урожая картофеля. А сейчас мы хотим рассказать о том, что мы делаем дальше. И буквально несколько моментов сейчас покажу вам кусочек видео, что было после того, когда мы выкопали картофель. Это была очень тяжелая, сухая, кусками иногда почва. И что нужно было сделать? Нам пришел на помощь. Почва была выровнена, но видите, какая она сухая, ну просто пыль поднимается. И вот нельзя ее оставить так, неизвестно, будут дожди или нет, поэтому нужно обязательно перед тем, как сделать следующий агроприем, мы сделали вот после выравнивания почвы, здесь сделали вады, можно сказать, это лунки, вот через весь участок, для того, чтобы вот провести вот эту важную вещь, увлажнение, влагозарядку почвы. Вот эта влагозарядка почвы проводится очень такая основательная для того, чтобы как можно больше воды поступило именно в побольше слой почвы. Потому что мы сейчас собираемся сеять сидираты. И сидираты очень важно сейчас посеять. Раньше мы 2 раза сеяли сидираты. А сейчас мы сеем сидираты, приходится вот в связи с этой погодой, в связи с изменением климата, приходится вот делать вот такую комбинацию разных сидиратов. Здесь у меня горчица белая, горчица желтая, здесь у меня есть вика и здесь же есть масленичная редька. Почему я такую вот комбинацию вот именно сейчас сею здесь на этом участке? Для того, чтобы успеть получить зеленый урожай сидиратов, зеленого ценного удобрения еще до похолодания. А нам обещают сейчас очень быстрое похолодание. Да, и вот с недели, смотрю, уже там будет ночью 9-11 градусов. Ну, для этих культур как раз нормально. Ну и при этих температурах, почему я выбрала их, это как раз хорошо. При этой температуре крестоцветная обложка уже не размножается и не уничтожает урожай. Если вот такая температура, то вот эти все растения хорошо взойдут и будут хорошо расти. Но я хочу обязательно в этом плане еще хочу отметить то, что как раз смогу и получить зеленое хорошее удобрение и хорошо поработать, чтобы поработали вот эти растения с почвой. Они как раз мне помогут утомляемость почвы как раз собрать с почвы, потому что на этом участке уже, наверное, лет 25 выращивается картофель. Мы не можем допустить себе вот такую возможность севооборота, потому что участок очень маленький. И вот эти сидираты как раз убирают вот эту утомляемость почвы от культуры одной и как раз мне делают очень хорошее дело в плане убиваются споры грибковых заболеваний, если они здесь есть. И они еще как раз будут делать устойчивой почву против различных вредителей. Вот у нас как раз благодаря вот этим сидиратам исчезли проволочники. Вот такая вот и муха вот тут летает, пока еще тепло, нужно сеять. Так вот, что я еще хочу сказать по сидиратам именно этой осени. Я обещала вам сделать видео именно по вопросу изменения тактики и подхода к сидиратам. Вот на этом участке мы всегда сеяли 2 урожая сидиратов. Вот смотрите, что мы делали. Мы сеяли, допустим, горчицу или масленичную редьку. Вот у меня, видите, запасы семян. Запахивали в землю, а затем сеяли зерновые. Но в данном случае у меня озимая рожь, и я так рассчитываю, что озимую рожь мы посеем
на другом участке, потому что весной мы не успеваем. Если рожь озимая будет, это нужно будет ее доставать из земли, почву снова перепахивать. Ну, целая история, мы теряем время. Поэтому вот это пойдет у нас на другой участок, там, где будет высаживаться уже рассада растений овощных. А вот здесь мы сеем сейчас горчица, 2 вида, я уже вам сказала. Вика тоже дает свою азотную дозу удобрений в почве. А затем, когда вдруг у меня получится еще один посев, так надеюсь, но погода нынче такая. И потом вот собираюсь посеять вот эту масляничную редьку. Она наиболее устойчива к различным вот этим температурным перепадам. И еще поможет как раз укорениться, побольше в корни пустить в землю и сделать очень хорошую структуру почвы, которая нужна именно сейчас для картофеля. Что мы делаем сейчас? Мы заливаем лунки водой и засыпаем вот так. Другого выхода нет. Дожди, возможно, будут, а возможно, не будут. Поэтому мы надеемся на себя. И засыпаю вот все эти семена в лунки. Вот так. И семян не надо жалеть, их надо побольше, потому что, видите, у меня получается, что здесь промежуток свободный. Когда хорошая погода, идут дожди, тогда я могу сеять полностью. А сейчас вот такой посев. А теперь остается вот грабельками аккуратненько, где-то на 1 сантиметр, не больше, вот эту влажную почву закрыть. Вот так удобно. Вот именно расстояние этих рядочков друг от дружки. И вот так вот закрываем. И получается, что влажная почва сейчас как раз знак хороший для сидератов. Вот, и можно вот таким образом. Вот видите, что получается уже здесь у нас вот так. Вот, можно чуть-чуть и сверху, чтобы прикрыть, чтобы почву ветер не иссушал и солнце еще. Вот, а здесь уже дальше у нас вот посев проведен. Вот мы здесь уже посеяли. И так мы вот чтобы удобно было не топтать, мы вот эти рядочки, по 3 рядочка сеем, закрываем, снова заливаем, снова делаем. Вот мы сегодня важное такое дело делаем и поделились с вами этой важной информацией, почему сейчас целый букет вот различных сидератов, настоящий букет из 4 видов сидератных культур будем сеять и сеем уже. Если раньше у нас получалось еще и посеять вот зерновые. Почему? Зерновые нужно сеять сейчас. Вот озимый ячмень, озимую рожь. Их нужно сеять сейчас для того, чтобы они хорошо вошли в зиму, укоренились. Если же холодно будет, вот я посею вот это сейчас, вот этот набор, вот этот букет, то, естественно, уже посеять в зиму вот эту культуру нет смысла. Особенно у нас на юге. Почему я и сделала акцент, что у нас на юге особый как раз климат и особое прохождение сейчас вот этого мини-ледникового периода. Поэтому нужно выбирать или одно, или другое. Ну, естественно, выбираем сразу же таким образом букетный тип сидератов, для того, чтобы улучшить и качество земли, и удобрение сделать, и проработать с болезнями, с вредителями. Ну, а это будет на других грядках, потому что сейчас тоже в ближайшие дни будет вот этот посев проведен, и как раз в зиму вот озимая рожь хорошо войдет, наберется сил, и там будет хороший как раз результат. Раиса Гриченко и Александр Волик подготовили для вас вот это видео. Мы поделились своими новыми подходами к посеву сидератов, рассказали вам, что мы в этом году сеем. Под картошечку у нас вот этот букет, а для рассадных растений других у нас на других грядках будет озимая рожь. Желаем вам удачи! Улучшайте свою землю, потому что сейчас без удобрений, вот именно таких натуральных, органических, невозможно будет получить экологически чистую продукцию. Тем более у нас впереди как раз еще почти 7 лет, когда
будет телец, уран в тельце, а это как раз период, очень важный период, когда меняется полностью технология производства овощей, до всех сельскохозяйственных культур. И еще очень важно, в это время нужно научиться правильно работать с землей, уходить от ядов, от химикатов, от минеральных удобрений, а переходить на органику. Земля живая, и она откликается на то, что мы с ней делаем, и радует нас хорошим урожаем, если мы с заботой относимся к ней. Всего вам самого-самого доброго. Удачи вам!